Война между Союзом Греческих Полисов и Спартой, развязавшаяся стремительно, набирает новые обороты. Спартанцы одержали череду серьезных побед, поставив Беотию и Афины в тяжелое положение. Спартанский царь намеревался поставить точку в конфликте и восстановить мир путем кровопролитной войны. Я уже больше месяца работаю над роликами без монетизации. Видео я выпускаю на Boosty. Boosty — эдакий Patreon для тех, кто может поддержать канал платной подпиской. Те, кто подпишется на Boosty, получают возможность смотреть эксклюзивные ролики задолго до релиза на YouTube. Ссылка на Boosty в описании. Попытка афинской знати, что контролировала морские пути, ограничить Спарту в торговле с Азией и с островитянами, привела к жесточайшей войне в Ахее, затронув при этом весь Пелопоннес. Долгие годы Афины и ее союзники сдерживали подступ яростных воителей. Однако полисы, подвластные союзу в Ахее, один за другим за время войны изменили свой статус и примкнули к царю Спарты. Коринф и государства между Афинами и Спартой поглощены. Афинский флот несет потери в битве за залив в Мегарах. Порт Афинян находится в блокаде. Спартанская армия также блокирует Афины и не дает союзникам из Беотийского союза пробиться к Афинам через Фивы и Платеи. Однако в Афины до блокады успевает добраться две армии, одна из Коринфа, другая из Беотии. В итоге общая численность армии Коринфа, Афин и Беотии насчитывает 10 тысяч воинов. Недели спартанцы держали огромный полис в блокаде, и когда время пришло, а армия спартанская достигла численности в 10 тысяч, тогда-то царь Спарты дал добро на штурм и развязалась схватка за крупнейший греческий город. Царь Спарты самолично наблюдал за началом штурма. Прежде чем добраться до стен Афин, многие среди спартанцев, около 500 бойцов, пали замертво от стрел, испускаемых лучниками Афин. Стрелки Спарты пытались прикрыть собственных гоплитов, что тянули лестницы и тараны к городским воротам. Также по водной глади к порту Афин неслись по морю суда Спарты. Моряки Афин не стали разворачивать морской бой и высадились в порту. Афиняне знали, что в абордаже шанса на победу у них не будет, а суда, способные пробить таранами спартанские корабли, уже ушли на дно или отплыли в прочие города, что не были блокированы судами Спарты ранее. Лестницы наконец примкнули к стенам, и спартанские воители спешно начали взбираться. Бойцы Афин, Беотии и Коринфа готовы были дать отпор спартанцам. Бойцы Греческого Союза обладали внушительным опытом за долгие годы противостояния в Ахее. Ветераны, искусно применяющие навыки ближнего боя, принялись рубить спартанцев, что только оказывались на стенах. Лучники Спарты накрывали ливнем стрел защитников, что находились за стенами. Тараны уже вовсю пробивают ворота. Греки разделились на два лагеря, один был на юге, второй на севере. Защитникам предстоит сдержать спартанцев в главных вратах Афин.
Пока участники бойни противостояли друг другу, стены, казавшиеся на одном из участков неприступными, в крайне непроходимой местности, оказываются взяты лазутчиками Спарты, что втайне взбираются на них. Ветераны-мечники стали этими лазутчиками. Узрев спартанцев, лучники Афин поспешили отступить, не вступая с ними в бой, ибо это для них стало бы концом. Лишь стрелы, спускаемые лучниками при отступлении, наносили вред ветеранам Спарты. Спустя время, когда тараны наконец пробили главные ворота Афин, спартанская рать по обе стороны, ждавшая своего часа, наконец устремилась к воротам и вдарила по защитникам со всей мощью. На юге спартанцам даже удается продавить защитников и занять плацдарм для подхода новых подразделений Спарты. Тем временем спартанцы-ветераны спускаются по башням и оказываются по ту сторону стен. Их задача зайти в тыл сражающимся афинянам у южных ворот и отрезать главную дорогу, по которой защитники могли бы направить подкрепление для обороны главных врат Афин. Также, наконец, спартанский флот причаливает к берегу, и моряки Спарты уже ведут свой бой с ранее высадившимися моряками Афин. Спартанцы успешно занимают дороги, ведущие к южным вратам, и перехватывают один отряд за другим, связывая защитников боем. Тем временем спартанцы, что окончили свой бой и пустили в бегство афинян, спускаются со стены под неистовым натиском, влетают в позиции защитников у южных врат города. По другую часть города спартанцы, что штурмовали стены и врата, оказываются отброшены защитниками. Фаланги отборных гоплитов непробиваемы для элитных мечников Спарты, что увязли на долгие часы в схватке с ними в проеме врат города. Лучники греческие, стоявшие подле стен со стороны города, расстреливали спартанцев, что вели свой бой за стены, и поэтому не могли прикрыть себя гоплами. Пока пехота сражалась на суше, моряки Спарты, что не высадились на юге, наконец высаживаются на севере, после чего успешно маршируют к центру Афин. Их задача — отрезать центр и завязать бой с элитными подразделениями защитников. Спартанцы, сражающиеся на юге, вот-вот одолеют защитников и направятся колонной к центру Афин. Моряки окружают центр и нападают на Знать и прочих ветеранов Биотии, Коринфа и Афин. Тем временем спартанцы несут сокрушительные потери на севере Афин.
Моряки справляются с поставленной задачей по удержанию резервов защитников в центре, но при этом теряют жизни большей части собственных бойцов в подразделениях. Когда колонна спартанцев, что разбила защитников на юге, добирается во главе с царем спартанским до центра, моряки стали немедля отступать, и в бой уже вступают избранные воины Спарты. Спустя время резервы защитников начали перебрасываться с севера в центр города. Лидеры Союза в опасности. Вот-вот Афинский Акрополь будет захвачен. Бойня, начавшаяся из-за дурных намерений афинян в попытках разоружить Спарту, приносит защитникам лишь боль и потери. Некогда великий греческий полис вот-вот будет взят спартанцами. Более 10 тысяч уже пало за время штурма. Резервы на севере понимают, что продолжать бой за стены не имеет смысла и оставляют лишь одно подразделение, вследствие чего решают направиться в центр. Но было слишком поздно. Афинский Акрополь захвачен. Защитники бегут. Спартанцы, что штурмовали северную часть города, были лишь разменной монетой, в коих нуждался спартанский царь, чтобы разделить оборону греков. Лидеры Афин и Биотия складывают свое оружие и сдаются, принимая условия спартанцев. Лишь коринфяне продолжили свой бой и нашли свою погибель. Ролик был создан исключительно в развлекательных целях и не несет в себе достоверной исторической информации. Это формат Cinematic Battle, а не реконструкция с информационно-познавательной информацией. Всем побед и героических сражений!